Всем привет! Меня зовут Женя, мы сейчас в Барселоне и решили снять целую серию видео про этот город. Ну что, пошли смотреть! В поддержку рубрики «Самый хреновый гид Европы» я начну с интересного факта про Барселону. Местные жители считают, что Каталония была основана самим Гераклом еще и за 400 лет до создания Рима. И, возможно, эта история возникла под влиянием так любимого испанцами игристого вина Кава, родиной которого является Барселона. Но проверять мы не будем, хотя вино обязательно попробуем. В первом выпуске мы расскажем про готический квартал и еще несколько мест на границе с ним. Мы попробуем сделать это за один день, и давайте посмотрим, что же у нас получится, сколько времени это займет и что нам понравится больше всего. Погнали! И, кстати, пока мы снимали видео, к нам подошел один из местных мимов, просто втерся в кадр. She is very beautiful and after with everybody. И начал пытаться с нами разговаривать на нескольких языках. So at the moment I just need to give one kiss for her. I love you. Thank you. И свое знакомство с готическим кварталом мы решили начать с цитадели Санта-Мария-дель-Пи, которая, лично для меня, она известна из романа Дэна Брауна, точнее, из его экранизации «Ангелы и демоны». Если кто не смотрел, то это сиквел фильма с Томом Хэнксом «Код да Винчи». И основное действие происходит именно в этой базилике. Кроме того, она прям настоящий боец, потому что ей уже больше 700 лет, и она пережила 2 землетрясения, войну и даже пожар. И до сих пор находится при превосходном состоянии. Рядом с Санта-Мария-дель-Пи находится огромное количество заведений, выступают уличные музыканты. Сейчас здесь еще проходит выставка искусства, где можно приобрести творения местных мастеров. Поэтому максимальный рекомендацион. Буквально в паре минут ходьбы есть магазин с уточками. Мы были в таком в Амстердаме. И мы, кстати, коллекционируем уток. Я думаю, мы обязательно приобретем здесь себе новый экземпляр. Если вы еще не начали, рекомендую вам тоже это сделать. За моей спиной находится Понт дель Бисбе. Это такой кружевной мост в готическом стиле, который соединяет дом правительства Барселоны с резиденцией президента. Но в простонародье он имеет крайне романтическое название, как мост поцелуев. Так что давай, убирай камеру и иди ко мне. Мы сейчас шли, и в одном из магазинчиков висела дико классная футболка с надписью, что «Мне не нужен Google, моя жена и так все знает лучше всех». Я считаю, Жень, тебе это очень надо. Наш первый полет в Испании. Посмотрим, загребут нас или нет. Вообще в Испании вроде как нет запретов на полет дронов меньше 250 грамм. Но вот сейчас это и проверим. Полиция где-то рядом вот здесь ездила. Посмотрим. За
За моей спиной пункт номер 3 готического квартала. Это центральный кафедральный собор Барселоны. И так как покровительницей этого собора является святая Евлалия, которая, к сожалению, не пострадала за веру в 13 лет, то с тех пор во внутреннем дворике этого собора всегда находится 13 белоснежных гусей. И есть предание, что когда вы о чем-то просите Всевышнего, если в этот момент хоть один из гусей взмахнул своими крыльями, то это означает, что ваша просьба будет услышана и обязательно исполнится. Большинство дверей, решеток и витражей сохранилось с 15 века. Церковь, конечно, намного старше, но это впечатляет. Для меня это очень странно, потому что мы находимся не просто рядом с крепостной стеной, а рядом с центральным кафедральным собором, который является центром религиозного населения Барселоны, и он весь в рекламе, каких-то телефонов, чего-то еще. Я не видела, чтобы на наших церквях вешали баннеры или плакаты. А если вы где-то такое видели, обязательно поделитесь в комментариях, но я как-то немножко в шоке. Итак, рядом с кафедральным собором есть прикольный рыночек всяких антикварных штук. Поэтому, я думаю, Таню можно будет найти каждые выходные именно здесь. Мы изрядно поджарились, пока гуляли по площади рядом с кафедральным собором, поэтому решили взять тайм-аут, спрятаться во внутреннем дворике морского музея, внутри которого практически настоящий оазис, как посреди пустыни. Так что полезный лайфхак вам в копилочку. В целом, не обязательно строить какой-то серьезный маршрут с точками посещения по готическому кварталу, потому что даже просто обычная прогулка по нему уже доставляет массу удовольствий и впечатлений. Итак, квартал, где мы находимся, раньше занимали моряки, мореплаватели. Собственно, у портовых ребят и у моряков была своя морская Дева Мария. И поэтому все вместе они решили скинуться и построить свой собор. Ну, почему бы и нет. Собор они назвали Санта-Мария-дель-Мар. Он сзади меня. Все население этого квартала таскало булыжники от самой гавани для строительства этой церкви. И, конечно же, ребята не могли не запечатлеть свой труд, поэтому на стенах, в барельефах все украшено тем, как они это делали. Ну и, конечно, как говорится, страны меняются, а общие принципы нет. Важно отметить, что вот этот собор, который полностью строился на деньги местного населения и силами местного населения, был построен всего за 3 года от начала до конца. В то время как кафедральный собор, о котором мы рассказывали ранее, строился 150 лет, а такая известная Саграда де Фамилия до сих пор в режиме строительства. Интересно, да, что когда все находится в руках народа, многие задачи можно закрыть намного быстрее. Сразу видно, что ты не собираешься возвращаться в Россию. Эй, собираюсь. Еще один из пунктов, который мы решили посмотреть в готическом квартале, это дворец музыки каталанский. Как он называется? Дворец каталанской музыки. Это дворец каталанской музыки. Он очень красивый,
находится на углу. Его строили сначала как такую небольшую сцену для выступлений, но на текущий момент он стал настолько популярен, что в нем выступали очень известные исполнители как того времени, ну так и нашего. Музыка просто играет в моей голове. Как многие могли заметить, архитектура дворца каталанской музыки вообще ни разу не готическая. Он, наоборот, что-то такое модернистско-радужное. Но так как он находится в непосредственной близости от готического квартала, то мы, по крайней мере, рекомендуем объединить все это в одну группу и посмотреть разом, потому что находится он очень близко от прочих достопримечательностей готического квартала, о которых мы рассказали ранее. Я, как обычно, накидаю просто на вентилятор. Кстати, это место тоже построилось всего за 3 года на пожертвования местных жителей. А? Закономерность-то есть? Для мотоциклистов все в Европе есть. Погнали дальше. Предпоследний пункт нашего блока на сегодня — это Триумфальная арка, которая была построена к Всемирной выставке 1888 года. Эта арка является негласным входом в парк Цитадель. Господи, как мне нравится название, куда мы обязательно отправимся далее. А над входом в арку находится герб не только Барселоны, но и 49 провинций. И летучие мышки. Именно поэтому мы отнесли этот пункт тоже к готическому кварталу. Рядом с этой аркой проходит достаточно много митингов всегда и различного рода концерты. Поэтому здесь стоит сцена, и мы решили не летать, потому что выглядит она очень ужасно. Итак, на сегодня это последний пункт в нашем блоке «Готический квартал» из того, что мы хотели вам показать. И это не какой-либо там парк развлечений, это бывшая тюрьма, в которой буквально 100 лет назад сидели самые свободолюбивые испанцы. А сегодня это самое излюбленное место для семей и парочек. Тут катаются на велосипедах, плавают на лодке, занимаются йогой или просто валяются на траве. Кроме того, мы его выделили в последнюю позицию, потому что фонтан, который располагается за моей спиной, его создание приложил руку тот самый Гауди, творение которого находится по всей Барселоне и о котором мы расскажем в нашем следующем выпуске. Так что, если вы хотите побыстрее увидеть этот выпуск, подписываемся, ставим палец вверх, нажимаем колокольчик и до встречи в новых видео. Мы сегодня с Таней поспорили, что она будет бегать 5 дней подряд, 5 километров в 6 утра. Если она выиграет, мы поедем в Сан-Мишель, который находится во Франции. А если проиграет, она уберет свой кастомный выхлоп и поставит стоковый. Кастомный поставлю я себе. Ха-ха.